Всем привет! Сегодня мы в Санкт-Петербурге для того, чтобы записать тренировку вместе с первой солисткой Мариинского театра Марией Хоревой. Маш, я обещала нашим зрителям, что ты покажешь часть своей тренировки. Расскажи, что именно мы будем делать. Я думаю, логично будет показать сегодня мой разогрев ежедневный, потому что я сегодня как раз разогревалась перед уроком и поняла, что в свой разогрев как-то так получилось, что я включила те упражнения, которые поддерживают вообще тело в той форме, в которой мне хотелось бы его видеть. Доберешься до зала, уже устаешь, так что, да, ну, в общем, сажусь на шпагат, и дальше, чтобы так немножко размять бедра, я очень люблю делать на шпагате, как бы вот так вот перемещаться с правой на левую. Дальше одно из любимых упражнений. Так вот я сажусь, и очень хорошо растягиваются эти ягодичные мышцы. Еще потом хорошо очень туда вот прям лечь, вот так вот и прям растянуть хорошо. Я стараюсь все время чередовать. Один день посижу с правой ноги, так один день посижу так с левой ноги, ну потому что... Ну, то есть ты не делаешь с двух? Ну, с двух не делаю. Одну другую? Так, да, потому что уже так посидел с одной ноги, уже хорошо прогревается и растягивается. Потом после этого лягушечка, всеми любимая. Я люблю очень прямо вот так вот спиной, очень уплощить спину и прямо вот так вот ребрами на стопы максимально, чтобы тоже растянулись все мышцы вот здесь и все мышцы вот эти. Так вот прижать колени и максимально. И сколько в этом положении? Ну, регулирую, на самом деле, наверное, секунд 30, но регулирую, потому как сильно у меня там забиты мышцы после вчерашнего дня, чтобы растянуть и подготовить мышцы к тому, чтобы они были уже более эластичные и более подготовленные для урока. Ну, то есть ты динамики практически не делаешь, ты делаешь больше... Нет, я делаю динамику, но уже так поменьше и ближе к концу разогрева, если так можно сказать. Вот. Ну, дальше складочка. Тоже максимально всегда вот эти все упражнения максимально пытаюсь, чтобы максимальное натяжение меняло в мышцах и связках. То есть, например, один день прямо складываюсь туда. И делаешь как по второй, да? Да, чтобы туда сложиться. Ну, как-то это так у меня получается, просто так мне немножко лучше тянет. Вот. И потом можно тоже первый, да? Вот так вот, да, растянуть. Все мышцы растянуть свои. Что это такое? Дальше на помощь приходят магические инструменты. Оба очень полезные. Недавно совсем открыла для себя эту технику, можно сказать. Вот так вот кладу, и вот так вот прям сильно-сильно проминаю. Просто чудесно. Обязательно вот так вот посидеть, промять. Намного легче становится. Вот так вот проминаю. Обязательно первую, вторую ногу. Очень важно. Да, вот это в интернете заказала. Это... Он твердый? Мягкий? Да, он прям очень твердый. И мячики нужны очень-очень твердые, потому что мягкие вообще не работают для меня, ну прям чтобы очень сильно прокатать все. То есть это просто как тренажер для чего-то? Этот я купила в Германии. Этот у нас теперь у половины трупа такие мячики, потому что очень удобно, он тоже твердый. Не, ну тот пожестче даже. Ну да, но все равно как бы эффект тоже получается. Потом тоже, что с этими мячиками я очень люблю делать, и что реально очень помогает. Кажется, что не помогает, но на самом деле реально очень важно. Это вот эти вот мышцы бедра, вот так вот подложить его и вот так вот промять тоже. Прям минутку так полежать, прокатать вот здесь. Потом для выворотности, для того, чтобы ноги мягче разворачивались, раскрывались и даже чтобы поднимались лучше. Очень хорошо вот так вот тоже. И делаешь по одному разу, по два? Я по минутке, наверное, делаю... Нет, наверное, пару раз тоже сделаю на обе ноги.
Наверное, где-то в этот момент я буду заклеивать себе мозоли свои на ногах, буду снимать балетки, заклеивать это все дело, приводить стопы в порядок. Ну ты заклеиваешь как профилактика или потому что просто стертый палец? Ну вообще там всегда мозоли, у меня ужасные на мизинцах всегда. Но заклеиваю каждый день обязательно мизинец, вот сам мизинец и вот эту часть. Ну, у меня такой широкий пластырь, заклеиваю, и это меня спасает только это, потому что... А расскажи про вот эти интересные интересные штучки, полуносочки. Да, это не полуносочки, это специальные такие штучки для утягивания плюсневых костей, не очень тугие, но они очень сделаны специально, они японские, и они помогают, чтобы, когда я стою на полупальцах, когда делаю на уроке движения какие-то на полупальцах, потому что у меня мягкие такие кости и связки в стопах, и я когда много на полупальцах, у меня начинают разъезжаться кости, и помогают держать стопы в порядке, и такая профилактика тоже своеобразная. А у тебя вот косточка большого пальца, которая у всех практически болит, растет, у тебя этой проблемы нет, или ты как-то с этим борешься? Или вот это как раз помогает тебе? Это помогает как раз, да, действительно, от косточки, да, забыла сказать. Косточка болит иногда, особенно на левой ноге, после всяких пируэтов с партнером, когда много-много переделаю, начинает болеть эта косточка, но ничего, на самом деле, я как-то уже привыкла к этой боли, она практически постоянно ноет, но это ничего страшного, болит всегда. Тогда еще расскажи, где это купить. Это я в магазине Чикот покупала в Японии, но я думаю, что здесь тоже можно найти. Они как-то индивидуально делаются или это просто Нет, ты нет, это берешь? прямо в магазине можно купить. Ну, я думаю, это для многих будет очень полезно, потому что когда большая нагрузка, практически Да, у всех это начинается классные штуки, да. продолжение разогрева. Да, немножко качаю пресс и спину, потому что тоже мышцы корпуса обязательно, если я не приведу их в тонус перед уроком, мне потом будет очень тяжело, и потом одновременно с тем, как я привожу их в тонус, они тоже как-то немножко размягчаются и приобретают, я начинаю их чувствовать хотя бы чуть-чуть. Вот поэтому для пресса делаю обычно любимое мое упражнение, это такое. Давай проговорим, зачем здесь надо следить. Ну, слежу, я стараюсь следить за тем, чтобы живот втянут и поясница лежит на полу, чтобы поднимались руки одновременно с ногами, и чтобы не было такого падения сильного, и чтобы не болтались. Ну и стараюсь как-то как можно ровнее это все сделать. А в каком количестве делаешь? Делаешь прям раз. до усталости или просто чтобы? Нет, 20 раз, это у меня стабильно с этим количеством. Да, для спины переворачиваюсь на живот. Я иногда делаю в третий, если облегченный вариант для зрителей. Это не сильно легче становится, просто разные модификации. Просто поднимаешь, да? Поднимаю, делаю тоже. На самом деле я делаю интересно. Я делаю как бы тоже 20, а потом на последние несколько повторений я просто уже поднимаюсь повыше, чтобы разогреть. И стараешься задержаться, да? Нет, не стараюсь задержаться, но просто либо так, уже тебе нужно прогнуть побольше. Просто чтобы уже тоже подготовить спину к каким-то прогибам. Если я качаю, я обязательно стараюсь следить за тем, чтобы у меня были вот эти вот как бы плечи опущены, потому что вот так у меня тоже иногда бывает такая проблема, когда устаю, я начинаю тянуть. Смотрим вниз, держим вот эти вот мышцы, обязательно очень сильно. А дальше потом тоже, когда уже устает спина, вот так растянуть спину, живот, все вот это как бы промять. На самом деле важно, кажется ерунда, а на самом деле очень важно. Вот. Потом тяну переднюю поверхность моих бедер, вот так ложусь. То есть тянуть тоже лежу, наверное, минуту-две, может быть, ну пока вот у меня там все не протянется хорошо. Пока не почувствую, что достаточно. Тяну потом тоже заднюю. Вот так вот обычно, но как бы кому... А ты делаешь, то есть ты делаешь сначала не выворотно, да? Я делаю вообще, в принципе, не выворотно, потому что выворотно я потом просто встаю, уже встаю с коврика и как бы встаю в пятую позицию, и тогда уже у меня
самом деле, после того, как я вот это все сделала, уже ноги довольно мягкие, и они как-то сами, когда ноги мягкие, они встают в выворотную позицию. Когда они все забитые после тяжелого дня, они просто не встанут. Поэтому именно важно растянуть все по-всякому. Ну, а когда ты растягиваешь, ты тянешь все-таки не выворотно или выворотно? Не выворотно. Всегда. То есть выворотно вообще так не растягиваешь? Или делаешь Нет, это стоя? так не растягиваю, делаю в основном. Ну, я иногда могу сделать вот это упражнение, но на самом деле мне кажется, что оно не сильно больше. Ну, в складке я разве что выворотно тяну, а так да, не выворотно, вот с задней поверхностью. А расскажи, вот у тебя вообще как бы растяжка и тренировки, они со временем как-то поменялись? То есть был период, например, когда ты активно растягивалась, а сейчас ты условно уже поддерживаешь форму? Ну, я до сих пор тянусь, обязательно еще вот то, что я тут не показываю, тянусь со стула обязательно. Это долго, минут 5-6 я тянусь со стула, просто со стула, потом с задней ноги, с колена. Со стула тянусь обязательно каждый день. Сидишь 5 минут прямо на одной ноге? Нет. А, чередуешь? Ну да, наверное, по минуте. Именно продолжение? Да. И тоже, в принципе, не следишь за тем, чтобы ровно были бедра? Слежу. Да. Нет, и поперечный тоже поперечный со стула вот так тоже потянул. Вот. Но, к слову, о шпагатах, на самом деле, иногда, когда нету стула или там что-то, очень помогают вот эти, но даже если я потянулась со стула, я все равно обязательно потом еще, ну, там потянулась, потом поделала что-то другое, а потом еще, чтобы закрепить этот результат, так скажем, да, не выворотно, вот эти вот такие выпады. И мышцы, опять же, в тонусе, то есть мы не проваливаемся. Это все И сколько ты сидишь в таком положении? Полминуты, наверное. Так, а эту ногу ты, получается, больше, да, разгибаешь как бы сюда? Ну да. Вот. И вот так. Ну, потом можно еще вот сюда. Хорошо. Вот. А потом еще мое самое любимое, тоже из этой серии, как бы на поперечной. Вот так вот я сажусь, вот тоже тут потянуть, и потом перехожу с ноги на ногу. Как-то очень-очень это... Я никогда не делала. Очень так. Еще раз. приятно. Это нога, это вытянутая. Ну да. Вот И так просто... вот. И переходить с ноги на ногу. Как бы не просто, а меня очень... И ты именно наклоняешься или нет? Ну, сначала нет, не наклоняюсь. Как бы. Вот. И очень разогревается все. Это забедренная, да? Да, классно. Ты в тот раз говорила, что для адажио ты делала много батманов в основном, и не так уж много адажио. Ну, то есть именно акцент был на батманы. Ну да. Да, на батманы-то я делала просто у палки с грузами, но в разогреве тоже делаю иногда батманы. Зависит от того, насколько уставшие ноги. Но просто ничего экстраординарного. Обычные батманы в сторону, вот так, раз 20. Потом вот эти вот спасы тоже очень хорошо. Потом еще люблю делать вот такое движение, очень выворотно, слежу за тем, чтобы прям... На 45, да? Да, и вот прокачивать тоже ягодичные. Ну и надо, наверное, тоже сказать про опорную ногу, да, что мы обязательно опорную ногу стараюсь разворачивать. держим, чтобы пятка была наверх. Да, как бы максимально выворотно. Вот. И батманы люблю еще для разогрева вот такие. Встаю, как бы сначала растяну складку вертикально тоже. Очень-очень сильно. Прям, Головой прям туда к ногам. Прям, да, прям даже голову взять с собой. Вот. И потом, после этого, вот так вот немножко руки от себя. И батманы как бы назад максимально. И туда. Сокращенный свитер. Да, сокращенность такой. Да. Вот, и очень хорошо. И потом прямо туда задержусь, да. Можно вот так присогнуть тоже. И вот так вот растягивается тоже здесь. И тоже как бы такой вертикальный шпагат получается. Вот. Такие дела. Маш, с момента нашей встречи прошло 3 месяца. Ты за это время успела съездить на гастроли по Азии, станцевать премьеру драгоценностей. И также я знаю, что тебя перевели в ранг первой солистки. Расскажи, пожалуйста, об этих событиях, вообще какие впечатления за это время были? Впечатлений действительно огромное количество, просто море. Тур наш азиатский длился больше, чем месяц. Мы уехали туда 12 ноября и приехали 16 декабря. И это был такой первый огромный опыт в моей жизни. Гастроли с труппой театра. И
поехать в Азию. Это были гастроли в Корею, Китай, Японию и снова Китай. Это очень интересное впечатление, и даже не столько впечатление, сколько огромный опыт, потому что это была не просто поездка, чтобы что-то там посмотреть, хотя мы успевали и смотреть, и наслаждаться какими-то видами, и узнавать традиции, узнавать культуру, и изучать, как все устроено в других странах. Но, конечно, мы работали, и больше всего мы работали, и танцевали много, танцевали в разных условиях, и один раз даже из-за плохих погодных условий опоздали на наш рейс, пришлось ночевать в отеле при аэропорте в Пекине, когда мы летели в Японию, и потом мы прилетели вечером следующего дня, а на следующий день нужно было танцевать генеральную и спектакль Дон Кихота. Я видела по твоим сторис, что у тебя какой-то бешеный график, то есть я так понимаю, что вы мало спали, и все время переезды. Это после того, как мы туда съездили, но мне до этого еще были гастроли в Нью-Йорке, потом я сразу из Нью-Йорка в Азию, и там просто уже все, сон закончился, мой сон меня покинул, и после этого, на самом деле, я просто до сих пор не могу в себя прийти, потому что со сном, конечно, большие проблемы, когда так вот перемещаешься в другом часовом поясе. И вообще всегда спектакли заканчиваются поздно, приходишь домой тоже, то есть в отель поздно, и пока себя соберешь, дома-то когда домой приходишь, кто-то может сказать: Маша, там иди спать, уже поздно, а тут впечатления, эмоции. Да, пока сидишь в Инстаграме, пока все впечатления себя как-то берешь, пока вспомнишь про то, да все, а потом нужно еще смывать себе всю косметику, смывать весь лак из волос, поэтому да, тяжело со сном, но график я бы не сказала, что бешеный, просто все по-другому, очень всего много, в общем, хоть нужно еще обязательно гулять, потому что были такие люди, которые просто сидели в отеле или сидели в театре, ничего не делали, не смотрели. Ты успевала еще посмотреть что-то? Я старалась успевать еще посмотреть, да, и нет, но это, конечно, сейчас впечатление, безусловно, положительное от этой поездки, это было очень классно, и я сильно изменилась после этого, потому что стала намного спокойнее относиться к некоторым моментам, потому что то, как иногда казалось, плохо было там, до этого тяжело, да, тяжело, то есть казалось, что я вот сейчас пришла на урок, на класс, на утренний, и мне казалось, я просто сейчас не встану и не сделаю тензю, а потом в итоге оказывалось, что нет, я сделала тензю и даже попрыгала, а потом даже вечером станцевала, то есть, да. Расскажи, в какой ты момент узнала о своем переводе на новую должность, можно сказать, новую ступеньку, и какие у тебя эмоции были в этот момент? Вообще, я уже к тому моменту, как объявили, я уже знала, потому что Юрий Валерьевич Фатеев уже мне сказал о том, что он намеревается это сделать. Но вообще, вот так вот я узнала, и об этом объявили 3 ноября, когда мы были в Америке, как раз в Нью-Йорке, танцевали «Аполлон» на фестивале «Баланчина», и это было, безусловно, очень приятно. Нельзя сказать, что это было очень приятно. Это огромное доверие руководства ко мне, и я безумно благодарна за то, что они мне... Тебя этот груз ответственности как-то давит или наоборот вдохновляет? Я бы не сказала, что это как-то на меня действует. Это, безусловно, огромная, просто огромная благодарность моему руководству и лично Юрию Валерьевичу за то, что он так сильно доверяет, и я надеюсь, этот аванс его оправдать когда-нибудь. Расскажи о подготовке к партии в балете «Драгоценности». Сколько вы готовили, как это было, какие были тоже, может быть, интересные моменты во время репетиции? Это было интересно, это был такой самый, наверное, разнообразный процесс подготовки из всех моих партий, потому что мы начали учить это как раз на гастролях в Азии. Мы начали учить без партнера, драгоценные, в смысле, бриллианты, это в основном большой 10-минутный адажио. Мы начали учить это адажио без партнера с Юрием Валерьевичем, потому что он репетирует репертуар Баланчина у нас в театре. Начали учить, я одна там ходила по сценам разных азиатских театров, потому что обычно нету там залов, и все репетиции проходят на сцене. И вот репетировали в странных условиях, иногда бывало, что выпадала репетиция полчаса, а там потом еще какие-нибудь еще проблемы, получается, только 15 минут. Начали учить, доучили к концу гастролей. Начали учить в начале гастролей, доучили к концу. Все. Потом партнер мой, Александр Париж, он уже и на гастролях тоже начал со мной репетировать. И репетировали в театре,
А потом так получилось, что за неделю до спектакля там у нас был отпуск как раз небольшой, но у меня получилось 4 дня, а у некоторых неделю. И он на неделю уехал в Швейцарию танцевать другую постановку, танцевать на фестивале. И так получилось, что он приехал только за 2 дня до спектакля, но слава богу, что мы уже очень много до этого репетировали, уже как бы знали и чувствовали. А я правильно понимаю, что ты с ним в основном танцуешь? Практически Ну, все я пока еще мало танцевала, и у нас нет такого понятия, что кто-то танцует там с кем-то всегда. Нет, просто так получилось, что, опять же, нас с ним ставили, и я за это очень благодарна, потому что он замечательный совершенно человек. И вот тот человек, который действительно истинный джентльмен, который поддержит, он скорее сам упадет, чем даст упасть партнерше. И это потрясающе. Я даже вот на сцене вчера, когда мы танцевали, это чувствовала. Я держу его за руку, и он тоже. Я на пальцах стою, и он на полупальцах стоит. И я держу его за руку, и мы оба в таком не очень стабильном положении. И я не очень хорошо встала на свои ноги, и я прям на него так оперлась, и я почувствовала, как он меня держит. Хотя мне кажется, что кто-нибудь другой, ну я там не знаю, на его месте мог бы, конечно, позаботиться о себе и не стал бы так, наверное. Ущерб себе не стал бы тебя держать. Да, ну, это было бы, наверное, правильно с точки зрения вообще всего балета, но вот эта его поддержка, это было очень классно. И за это ему большое спасибо. Расскажи немножко про свою семью. Ты знаешь, откуда твои предки, откуда корни? Поделись вообще историей немножко. Ну, это интересный вопрос, потому что я его изучала, вообще интересовалась у родителей, как, что, и у нас даже есть некоторые родственники, которые прям дошли до изучения родословной, до какого-то там 37-го поколения, прям в это очень сильной глубины. Я, конечно, не так сильно этим всем, но тоже меня заинтересовала недавно такая теория, называется теория Heartland, это с английского буквально как сердце Земли, и, ну, эта теория, она в прошлом веке была разработана, и она, в общем-то, говорит не совсем о том, о чем я сейчас хотела бы сказать, но, в общем, это как сердцевина культуры, сердцевина цивилизации, и можно, наверное, много думать о том, какая вот сердцевина нашей российской культуры и сердцевина нашей цивилизации. И вообще так интересно, тоже разговаривали с родителями об этом, что получилось так, что, в принципе, вот я как бы коренная русская, и по папиной линии у меня родственники из Новгородской Руси и из Донского казачества. А по маминой линии у меня родственники, то есть, ну, вообще корни из центральной России, это вот Москва, Ярославль, Кострома. И, ну, это не означает, что мы вот только буквально недавно сейчас все съехались. Дедушка по папиной линии приехал в Ленинград тогда еще в 30-х, если не ошибаюсь, годах прошлого века. Расскажи про планы ближайшие. У нас такая уже традиция складывается. Что предстоит, о чем потом будем постфактум разговаривать, что получилось? Ну, сейчас готовлю еще одну большую премьеру. Очень волнуюсь. Пока тайна? Да нет, не тайна, это уже скоро, тоже стоит в афише, это «Корсар», Медора. Много работы, стараемся работать. Меня очень поддерживает мой репетитор Вера Геннадьевна. Она сама невероятно красиво танцевала эту партию. Когда я посмотрела запись, когда она танцует, я увидела ее обаяние невероятное, какую она энергетику дает, такую красоту посылает зрителю. И я, конечно, безумно вдохновилась этим всем и стараюсь. Теперь ее слушаю еще, наверное, втройне, более сильно. И она мне очень помогает. Она старается еще мою даже технику подтянуть, пока мы репетируем. Но осталось уже не так много времени. Какого числа у тебя будет? 12 февраля. Так, будем знать. Да. Идем на премьеру все вместе. Вот, «Корсар». Здорово. Я желаю тебе удачи, хорошей, спокойной в меру премьеры, без каких-то форс-мажоров, в общем, чтобы все получилось. Все пируэты скрутились, все образ был наполнен. Вот. Спасибо тебе, что поделилась своими упражнениями. Я думаю, они многим будут полезны. Вот. И, в общем, до скорых встреч. Спасибо большое. Спасибо.